Когда мы слышим слово «самурай», в голове сразу всплывает образ сурового воина в латах, с двумя мечами за поясом и с строгим моральным кодексом. Отчасти это правда. Но история самураев гораздо интереснее и сложнее. Это не просто история войн, а история о том, как группа простых землевладельцев смогла подняться и стать правящим классом целой страны на протяжении почти 700 лет. Давайте разберемся, как же это произошло. Представьте себе Японию примерно в VIII-IX веках. Центральное правительство и император находятся в столице. Тогда это был город Хэйан-кё, современный Киото. А по всей стране раскинулись огромные поместья. Жизнь далеко от столицы была беспокойной. Бандиты, непокорные местные племена, да и просто вражда между соседями за землю и ресурсы. Кто такие первые самураи? Ими были не аристократы из столицы, а скорее сильные руки на местах. Это были зажиточные крестьяне, которые могли позволить себе оружие, лук, стрелы, простые мечи и тренироваться. Местные землевладельцы, нанимавшие охрану для защиты своих угодий. Члены вооруженных отрядов, которых центральное правительство иногда нанимало для усмирения непокорных регионов. Их называли сабурау, от глагола, который буквально означал «служить», «охранять», то есть это были служилые люди. Их главным оружием был не меч, как многие думают, а лук и стрелы. Конный лучник — вот идеал раннего самурая. Представьте себе фермера в глубинке Дикого Запада. Он выращивает урожай, но у него есть винтовка, и он умеет ей пользоваться, чтобы защитить свою семью и землю от грабителей. Так же было и в Японии. Эти фермеры-воины и стали костяком будущего самурайского сословия. Постепенно эти вооруженные группы становились все сильнее и организованнее. Они начали объединяться в кланы под руководством самого сильного лидера. Самые могущественные кланы нанимались на службу к столичным аристократам, которые в своих политических играх тоже нуждались в силе. Так из деревенских охранников самураи постепенно превратились в серьезную политическую и военную силу.